Когда и каким слотом лучше всего покупать Меджай? Начнем с того, когда лучше его не покупать. Если вы довольно-таки сквишовый, например, маг на миде, и во вражеской команде есть ассасины, особенно расфиженные ассасины, такие как Ноктюрн, Ренгар, Акали, Казикс, вам нужно очень сильно подумать и быть уверенным, что вы хотите Меджай. Потому что если там хороший ассасин, он вам собьет эти стаки в легкую. Ну а теперь давайте поговорим, когда и при каких условиях его покупать. Прежде чем купить Меджай, вам нужно купить Дарксил. Так вот, темную печать нужно покупать всегда. Стараться это нужно делать при втором или первом бэке на базу. И может так случиться, что когда вы купили на первом или втором бэке, то на четвертом или пятом возвращении на базу у вас уже будет 10 стаков. Так что если у вас уже есть 10 стаков, то вы хотите купить этот Меджай, потому что, во-первых, это скорость передвижения, и во-вторых, это уже эффективная покупка, если вы не умираете. Также если вы играете на чемпионах, которые не участвуют прям в основной гуще события, а где-то стоят сбоку, сзади или позади, о чем я говорю? Ну, например, Велка, Зерат, Зикс. А если у вас есть еще инструменты, с помощью которых до вас становится тяжелее и сложнее убить, например, Люкса, у нее щит, замедление плюс контроль. Или, например, я видел, что хорошие жанры покупают Меджай, потому что они становятся очень быстрыми и их очень сложно убить. То вы в этом случае должны покупать Меджай как можно раньше, потому что вы все равно не умрете, только если вы сделаете большую ошибку, вы тогда умираете. Но если вы, играя на таких чемпионах, умираете, значит у вас что-то не так с позиционкой и вам нужно ее решать. Меджай в этом плане очень хорош, он дисциплинирует вас не умирать. А не умирать в игре за определенных чемпионов достаточно легко, если вы этому уже научились. Давайте перейдем, по-моему, к третьему варианту, когда вы можете купить Меджай. Естественно, когда у вас есть большое преимущество. Если вы лидируете по киллам, то скорее всего вас очень сложно убить, потому что у врагов тупо нету дэмэджа по вам. И из-за того, что вы расфижены, вы их быстро убиваете. Поэтому Меджай в этой ситуации очень эффективен. Вы сводите все риски на минимум. Именно поэтому этот предмет очень хорош для сноубола. Также есть четвертый вариант, с которым вы можете не согласиться, но я попробую объяснить. Представьте, что вы проигрываете, вы играете на маге, и вам осталось до проигрыша от 1 до 3 тимфайтов. В этой ситуации враги очень часто ошибаются, дайвят очень сильно под башни, то есть это легкие киллы. Также вы находитесь под защитой базы, то есть башен, и вас тоже сложнее убить, но это компенсируется тем, что враги сильнее вас, поэтому они могут вас убить под башней. Так что получается, что вы как бы под защитой, но они как бы сильнее, поэтому этот пункт нивелируется. Также в этот момент часто бывает такое, что вам не хватает на полный слот, допустим, Рабадон, и у вас, допустим, там 1600 голды всего лишь. И сложив вот эти все факторы, если вы не умрете, то скорее всего вы залутаете пару стаков. Потом на втором тимфайте еще пару стаков, и на третьем тимфайте, который был бы для вас проигрышным, у вас уже будут фулл стаки, и вы можете перевернуть игру. Конечно же, у меня было такое очень часто, но в процентах 20-30 игры все равно проигрывались. Итак, какие же выводы? Если во вражеской команде есть ассасины, особенно расфиженные, вы меньше приоритета даете Меджаю. Второе. На определенных чемпионах, если вы хорошо позиционируетесь, и у этих чемпионов есть способности, которые их защищают, например, Люкса, Жанна, также Акали из-за ее мобильности и тумана, вы хотите купить Меджай как можно быстрее. Третье, если вы стомпите врагов, то есть у вас, допустим, счет 10-0. И четвертое, когда враги вас зажимают под башней, они рискуют, у вас не хватает денег, то хорошим решением будет покупать Меджай. Также не забывайте, что это целый дешевый легендарный предмет. Он дает стаки пассивки от вашего мифика. Скорее всего, то, что я скажу дальше про Меджай, вам не понадобится, потому что это больше для ХЛ игроков, или то, как ХЛ игроки покупают Меджай, а точнее его не покупают. Если игра идет ровно, то хорошие игроки не покупают обычный Меджай, потому что Меджай это все-таки вклад в будущее, и если у него меньше 10 стаков, то он не окупается. Плюс враги видят, что у вас Меджай, и вы становитесь приоритетной целью, они чаще эти деньги тратят, допустим, на ту же палку от Рабадона, потому что дополнительные 60 АП стабильно, даже если вы умрете, лучше, чем журавль в небе. И возможно вот эта палочка, вот эти дополнительные 60 АП могут поменять вообще исход тимфая, благодаря тому, что вы добьете врага и он не уйдет на маленьких карполях. Так что, ребята, будьте уверены в своих силах, учитесь, этот предмет нужно абузить, он очень силен, и если вы его научитесь использовать правильно, то вы будете выигрывать в 30% игр чаще. Примерно так я это вижу, потому что этот предмет дает очень много, он очень сильный. А у меня на этом все, спасибо за поддержку и удачи.